Всем привет! Что может быть лучше пиццы? Только пицца побольше. Смотрите сегодня новую идею от Андрея. 4 варианта пиццы в огромном противне, который в диаметре 1,20 м. В обычной духовке такую пиццу не приготовишь, да и через двери она не пройдет. Смотрите далее, что же Андрей такое придумал и как он выкрутился из этой ситуации. Начнем с основы для пиццы и приготовим простое бездрожжевое тесто на натуральной закваске из цельнозерновой муки. Для нашей огромной пиццы все ингредиенты будем увеличивать в 4 раза, а в описании оставим стандартный рецепт. Итак, берем 600 грамм пшеничной закваски или 4 чайные ложки сухих дрожжей, 1 литр 400 мл теплой воды, кило 800 муки высшего сорта и 200 грамм цельнозерновой. Цельнозерновая отличается от муки высшего сорта наличием отрубей. Далее добавляем 4 столовые ложки сахара, 6 чайных ложек соли и 4 столовые ложки растительного масла. Перемешав, посыпаем стол мукой и замешиваем тесто. Растительным маслом смазываем емкость, перекладываем в нее тесто, накрываем пленкой и оставляем на 3 часа для брожения. За это время хлебную массу необходимо 2-3 раза сложить, не обмять, а именно вытянуть тесто вверх и сложить его так, будто пеленаем ребенка. Так делаем с 4 сторон. Потом готовое тесто убираем в холодильник на час или на ночь и перед выпечкой достаем за 1 час. У нас есть куча времени, чтобы приготовить все компоненты для 4 пиц. На средней терке натираем 3 килограмма моцареллы. Попробовав канадскую пиццу Доне с потрясающим соусом из сгущенки, ссылку для вас оставляем вверху, мы поняли, что в следующий раз мы обязательно попробуем еще одну необычную пиццу. Это путин. Она безумно популярна в Канаде, и здесь нет никакого политического контекста, так как эта пицца появилась еще в 50-х годах прошлого века. Для нее мы нарезаем картофель фри толщиной 5-6 мм, просушиваем его, и отправляем в морозилку на час-полтора. Теперь сделаем 2 вида соуса. В первом измельчаем 6 зубчиков чеснока, берем лук-шалот и мелко нарезаем 5 штук. Далее на среднем огне обжариваем сначала шалот, а через минуту кладем чеснок. Еще через 2 минуты добавляем пол-литра мясного бульона, 8 столовых ложек томатной пасты, 2 столовые ложки вустерского соуса, кстати, можно без него, 2 столовые ложки уксуса, соль, душистый перец, перец чили и доводим все до кипения. Второй соус можно сделать из сливочного масла и муки в соотношении 2 к 1, соль и перец по вкусу. И есть более бюджетный вариант. Берем 600 мл бульона из кубика и добавляем 100 грамм муки. Доводим до кипения и разбиваем венчиком до однородной консистенции. Между прочим, этот простой соус превосходно сочетается с просто картошкой. Пришло время жарить картофель фри. Для чего же мы подмораживали картофель? В этом случае получается не только румяная корочка, но и мягкая сердцевина. Картофель жарим в растительном масле не более 8 минут. Даем время стечь жиру и солим. Самая вкусная пицца, по мнению моей дочери, где много сыра, много мяса, а сверху еще имя колбасой выложено. Итак, подготавливаем все продукты для пиццы Калифорния. И по просьбе дочери дополнительно добавляем в Калифорнию сухую колбасу, хотя это не обязательный элемент. А вот ветчина – постоянный ингредиент. Берем 300 грамм и нарезаем на средние кусочки. Еще нам потребуется красный лук. Для нашей большой пиццы 2 луковицы будет предостаточно. Для Калифорнии берем 4 цветных перца и нарезаем на тонкие кусочки. А еще 3 помидора мы нарежем кольцами чуть позже, чтобы они не успели стечь. Далее шинкуем 300 грамм шампиньонов,
100 грамм оливок и еще 100 грамм для пиццы с морепродуктами. Осталось приготовить быстрый соус. В 450 грамм томатной пасты вливаем 200 мл воды. Добавляем 2 столовые ложки орегано, 1 столовую ложку сухого чеснока, 1 чайную ложку душистого перца и чуток чили. И, наконец-то, подготовим все компоненты для аргентинской пиццы фугаццо. Такую пиццу мы еще не пробовали. Берем килограмм моцареллы и кило 600 желтого лука. Нарезаем его полукольцами и жарим до тех пор, пока не появится карамелизированная корочка. Все компоненты готовы. Моя большая любовь – это пицца. Поэтому побыстрее ставим противень на стол, смазываем его растительным маслом и прикрепляем пергамент. Добавив немного пшеничной муки, доводим тесто до более густой массы и распределяем по противню с помощью рук и скалки. В центре высота теста должна быть 5-7 мм, а ближе к бортикам оставляем 1, максимум 2 см. Делаем проколы вилкой. Разогреваем заранее печь, переносим противень. Ставим дополнительную подставку, а на нее основу для пиццы. На такой высоте в печи для нас оптимальная температура 200 градусов. Запекаем 15 минут и уже на готовую основу ставим перегородку и выкладываем начинки для 4 видов пиццы. Для аргентинской пиццы корж смазываем оливковым маслом, выкладываем 2/3 части сыра, добавляем 2 столовые ложки орегано и 2 столовые ложки размороженного зеленого чеснока. Вдруг такого нет, тогда замените ложкой сухого чеснока. Теперь выкладываем румяный лучок и сверху оставшийся сыр. Следующую секцию смазываем томатным соусом, кладем коктейль морепродуктов, каперсы, болгарский перец, прованские травы, солим, перчим, добавляем 500 грамм моцареллы, оливки и в завершении сдабриваем оливковым маслом. Переходим к пицце Калифорния. Смазав соусом корж, выкладываем грибы, красный лук, ветчину, кусочки сухой колбасы, кольца свежих помидоров, 700 грамм сыра и оливки. И финальная пицца путин. Смазываем корж соусом, посыпаем кусочками сухой колбасы, щедро выкладываем картофель фри, сверху моцарелла. Кстати, в оригинальном рецепте используются мексиканские сыры. Заливаем пиццу вторым соусом почти шоколадного цвета и завершаем все сыром. Андрей снимает стеклопакет и через оконный проем выносим пиццу. Отправляем в огромную печь и запекаем 15 минут при температуре 200 градусов. Почему кто-то не может смотреть на меня так, как я смотрю на пиццу? Она непревзойденна. Румяная корочка, тягучий сыр, тонкое тесто и умопомрачительный аромат. Андрей среди 4 пицц выделил пиццу путин. Его можно понять. Здесь отличный тандем колоритных соусов, поджаренной сладкой картошки и сыра. Аргентинская пицца фугаццо больше всех впечатлила огромным количеством сыра и карамельным вкусом. Она нам напомнила аппетитный французский луковый пирог. Мой фаворит – это пицца с морепродуктами. А вот дети предпочли Калифорнию. Естественно, здесь же много мяса. А вы какую хотели бы съесть? Пишите в комментариях. И если вам понравилась новая идея от Андрея,
Тогда делитесь этим видео в своих соцсетях и ставьте лайки. 35 тысяч лайков, и Андрей придумает что-то новое. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!